Всем огромный привет, дорогие мои друзья! Меня зовут Люба, и я рада приветствовать вас на своем канале. Это канал о вязании, и в этом видео я предлагаю связать вот такого вот замечательного мишку. Но это не просто мишка, а мишка-пижамница. Пижамница – это одновременно и игрушка, и мешочек для хранения детской пижамы. Такая пижамница поможет приучить вашего малыша к порядку. Тело мишки выполнено в виде вот такого вот мешочка, куда малыш будет складывать свою пижамку. Утром он будет просыпаться, складывать свою пижамку, хранить в таком вот мешочке. Мешочек затягивается на резиночку с фиксатором. Такая пижамка легко хранится, а ночью малыш может спать с игрушкой в обнимку. Итак, как вы, наверное, уже догадались, мишку мы будем вязать из пряжи Alize Puffy. Это пуфи классическая с большими петельками. На такого мишку у меня ушло ровно 3 мотка пряжи. 2 мотка пряжи бежевого цвета, это номер, вот бежевый цвет, номер 530, у производителя он заявлен как бежевый, и 1 моточек вот такого молочного цвета, это номер 62. Ушло ровно 3 моточка. От бежевого цвета вообще не осталось ничего, а молочный цвет осталось вот совсем немножко. Бежевый цвет оставался совсем маленький такой кусочек, сантиметров, наверное, 20, но я его использовала для пришивания ушек. Мордочку я пришивала светлой ниточкой, молочной, верхние лапки и нижние лапки мы будем ввязывать. Если вам не нравится, как смотрятся ввязанные лапки, вы можете их потом пришить отдельно. Все на ваше усмотрение. Смотрите, как вам больше нравится. Помимо ниток нам, конечно же, еще понадобится носик, глазки, понадобятся маркеры. Маркеров понадобится очень много. В дальнейшем при просмотре этого видео, конечно же, поймете почему. И, естественно, наполнитель для детских игрушек. Наполнителя у меня ушло примерно около 100 грамм. Итак, если вам интересно, как вязать такого мишку, и вы захотите связать пижамницу для своего малыша, то, пожалуйста, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Вяжем цепочку из 5 воздушных петель. Вторую петельку от рабочей нити продеваем через первую. Следующую петельку продеваем через вторую и вяжем так, пока у нас не получится 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель мы связали. Дальше следующую петельку от рабочей нити мы продеваем вот эту петлю мы не трогаем, продеваем в следующую, и мы должны протянуть 1, следующую петельку захватываем переднюю стенку, 2, и еще 1 петелька, 3, захватываем стеночку и продеваем. 3 петли мы продели, всего у нас вместе с этой петлей 4 петли. И вот эта первая петелька у нас, продеваем с правой стороны 2 петли и 3 петельку продеваем вот тут вот, захватываем стеночку с левой стороны и продеваем сюда 3 петлю. То есть получается, что в одну петлю мы протянули 3 петли. Вот 3 петли мы протянули в одну петельку. Дальше мы идем по другому краю, разворачиваемся и с этой стороны также протягиваем 3 петли. 1, следующую петельку 2 и в следующую петельку 3. И у нас остается вот эта вот стеночка, вот она петля центральная, и вот за эту
стеночку цепляетесь и продеваете 2 петельки. И теперь вот с этой самой первой петли мы вот так по кругу закрываем петли. В этом ряду у нас было 11 петель, то есть мы протянули 11 петелек. Дальше, следующий ряд. Поправляем все петельки, чтобы нам было видно, за что нам цепляться. Следующий ряд мы вяжем. Вот она, та петелька, за которую мы должны подцепиться. Протягиваем 1, следующую петлю протягиваем 2, следующую петлю цепляемся 3, следующая петля 4. Дальше идут 2 центральные петельки, вот они. Сюда мы делаем прибавку, то есть в каждую из этих петель мы протягиваем по 2 петли. 1, 2 петли протянули. И следующая петелька тоже протянули 2 петли. Развернулись и пошли по другой стороне. Нам тоже нужно протянуть 4 петли. 1, 2, 3, 4. И у нас остается 1 петля, за которую вот мы цепляемся. И сюда продеваем 2 петли, то есть делаем прибавку. И начиная вот с самой первой петельки, мы по кругу все петли закрываем. И у нас должно получиться 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 петель по кругу. Дальше следующие 2 ряда мы вяжем без изменений. То есть в каждую петлю мы протягиваем по 1 петле. У нас 14 петель. Ряд закрываем. И следующий ряд опять также протянули 14 петель, ряд закрыли. Провяжите эти 2 рядочка самостоятельно. Итак, провязали еще 2 ряда. Вот так вот у нас должно получиться. Далее, смотрите, если мы вот так вот складываем пополам, то у нас не хватает как бы 1 петельки, чтобы она была по центру. Мы можем перебраться на 1 петельку, то есть следующую петельку протягиваем и закрываем. И тогда у нас петля по центру. И дальше мы продолжаем вязать именно с этого места. Далее вяжем 3 петли, 1, в каждую петельку по 1 петле, 2, 3. И далее нам нужно сделать 4 убавки. То есть берем петлю от рабочей нити, продеваем через 1 и сразу же через 2 петлю 1 убавка. Дальше делаем 2 убавку. Подтягиваем петельки. Дальше 3 убавка и 4 убавка. 4 убавки сделали, и в конце у нас остается еще 3 петли до конца ряда. Довязываем их, продеваем 3 петли до конца ряда. И с самой первой петельки ряд закрываем.
Вот так вот у нас получается. Следующий ряд мы теперь вяжем 2 петли просто. 1, 2. Далее нам надо сделать 3 убавки. Вяжем 1 убавка, 1, 2 убавка и 3 убавка. И в конце у нас остается 2 петелечки, мы протягиваем и ряд закрываем. Сейчас у нас в работе должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. Здесь мы меняем нить на другой цвет. И чтобы у нас переход был не очень сильно заметен, мы последнюю петелечку распускаем, вытягиваем и в эту петлю вставляем петельку другого цвета и ее закрываем. Дальше нить белого цвета я разрезаю петельку и лишнее отрезаю. Дальше мы начинаем вязать нитью другого цвета. Эти 2 кончика мы закрепляем. На этом этапе можно немножко набить лапку. И продолжаем вязать нитью темного цвета. Продеваем в каждую петельку по 1 петле. У нас в работе 7 петель. Первую петлю, с которой мы начинаем закрывать ряд, мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И с этой первой петельки мы закрываем ряд. И дальше продолжаем вязать. Также протягиваем опять 7 петель. Ряд закрываем, 7 петель, ряд закрываем. И так вяжем по кругу на нужную высоту ножек. И еще провяжу 6 рядочков. Итак, вот мы закончили вязать нашу нижнюю лапку. В высоту мы провязали 6 рядов. И теперь нам нужно соединить вместе вот так вот верхушку и прошить ее. Соединить нам нужно вот таким вот образом, потому что мы будем пришивать вот лапку вот так. Либо пришивать, либо ввязывать, это уже на ваше усмотрение. Поэтому вот эта вот петелька должна быть у меня вот здесь сбоку. Я распускаю 1 петельку и вытаскиваю 1 петлю. И теперь вот складываю вот так вот вместе 2 полотна, переднее и заднее, таким образом, чтобы петельки у меня получились друг против друга. Петелька с передней половинки и петелька с задней половинки. Вот. Теперь мы подхватываем петельку за обе стеночки передней половинки и петельку за обе стеночки задней половинки. И петлю от рабочей нити продеваем через эти 2 петли. Следующую пару петель подхватываем за обе стеночки и петлю от рабочей нити протягиваем. И еще 1/3 петелька вот здесь вот за самый краешек. Подхватываем обе петельки и вытягиваем 3-ю петлю. Таким образом мы протянули 3 петли. И эти петельки мы закрываем. Если у вас еще осталась рабочая нить, вы лишнее отрезаете. Петельку закрепляете и хвостик убираете на изнаночную сторону. Аналогичным способом свяжите вторую лапку.
Отсчитываем 3 петли, между третьей и четвертой петелькой завязываем узелок. Получившиеся 3 петли закрываем. Петельки, которые образуются, для удобства отмечаем маркером. Теперь в эти 3 петельки мы делаем прибавку. Мы должны протянуть 6 петель. Захватываем переднюю стеночку петли. И начиная с первой петли ряд закрываем. В следующем ряду делаем прибавку таким образом. Одну петлю провязываем просто, в следующую делаем прибавку. И вяжем так до конца ряда. И в этом ряду у нас 9 петель. Первую петельку мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И с первой петельки мы закрываем ряд. Далее 2 ряда провяжите без изменений. В каждую петельку мы продеваем по одной петле, ряд закрываем. В работе 9 петель. Провязываем 2 ряда. В следующем ряду мы делаем убавку. Одну петельку мы протягиваем просто, вторую и третью убавляем. Одну петельку протягиваем просто, вторую и третью петли убавляем. И этот ряд закрываем. Далее сейчас нам нужно поменять нить на другой цвет. Для этого мы первую петельку распускаем, вытаскиваем ее, но так как у нас здесь была убавка, то этой петелькой другого цвета мы также должны сделать эту убавку. Протянули через одну петельку и через другую петельку, и эту петельку закрываем. Дальше нить светлого цвета мы лишнее отрезаем. И лапку набиваем. Далее продеваем по кругу в каждую петлю по одной петле. У нас в работе должно быть 6 петель. Первую петельку мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И начиная с первой петелечки ряд закрываем. И далее продолжаем вязать без изменений, продевая в каждую петлю по одной петле, ряд закрываем. И таким образом я провяжу 7 рядов. Далее провяжите эти ряды самостоятельно. Итак, вот мы довязали нашу верхнюю лапку, провязали в высоту 6 рядов, закончили ряд. Рабочая нить у меня с правой стороны, и теперь нам нужно 2 половинки вместе вот так вот соединить. Итак, складываем таким образом, чтобы у нас петельки были друг против друга.
с этой стороны петелька и с противоположной стороны петелька. И берем крючок, подхватываем петельку с передней стороны, захватывая за обе стеночки. Захватываем петельку за обе стеночки с противоположной стороны. И петлю от рабочей нити продеваем через эти петли. Захватываем за обе стеночки переднюю петлю. Петлю подхватываем с противоположной стороны. Также за обе стеночки и продеваем петлю от рабочей нити. И третью петельку нам нужно продеть вот здесь за самый краешек и вытаскиваем третью петельку. Мы протянули 3 петли, и теперь эти 3 петли мы закрываем. Дальше следующую петельку разрезаем и лишнее отрезаем. Петельку закрепляем. И кончик прячем на изнаночную сторону. Аналогичным способом свяжите вторую лапку. Отсчитываем 3 петли. Между 3-й и 4-й петлей завязываем узелок. Теперь эти 3 петельки закрываем и получившиеся петли для удобства отмечаем маркером. В каждую такую петлю мы делаем прибавку. Захватываем переднюю стеночку петли и протягиваем 2 петли от рабочей нити. Всего мы должны протянуть 6 петель. Из первой петли ряд закрываем. Следующий ряд вяжем в каждую петлю, делаем прибавку. У нас 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В каждую петлю мы провязываем по 2 петли. То есть в итоге мы должны протянуть 12 петель. Из первой петли ряд закрываем. Следующие 2 ряда провязываем без изменений. В каждую такую петелечку протягиваем по одной петле, ряд закрываем. И так нам нужно провязать 2 ряда. Итак, мордочка готова. Ниточку отрезаем, закрепляем и кончик прячем. Отсчитываем 3 петли. Между 3-й и 4-й петелькой мы завязываем узелок. И эти 3 петельки мы закрываем. Получившиеся петельки для удобства отмечаем маркером. Далее в получившиеся 3 петли мы делаем прибавку. Захватываем петельку за переднюю стеночку и продеваем 2 петли.
в одну, 2 петли во вторую и 2 петли в третью. Всего мы протянули 6 петель. Протянули 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 1 петелька у нас не считается, с которой мы закрываем ряд. Теперь мы вяжем ушки, поэтому рабочая нить у нас с левой стороны. Мы закрываем ряд. Вот если вот так вот посмотреть, вот у нас петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Рабочая нить с левой стороны. Мы берем петельку, которая справа, и с этой петельки закрываем этот ряд. Закрыли. Получается у нас вот так. Здесь у нас должно быть 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующую петлю от рабочей нити мы разрезаем и лишнее отрезаем. Хвостик протягиваем через эту петельку и берем нить другого цвета. Если вы вяжете ушки одним цветом, то тогда просто продолжайте вязать, не меняя нить. Теперь в каждую получившуюся петлю у нас 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переворачиваем вот так вот, чтобы кончики у нас были с правой стороны. В каждую петлю мы должны протянуть по 2 петли. Всего у нас должно получиться 12 петель. И петли начинаем закрывать с противоположной стороны от рабочей нити. Далее разворачиваем. И теперь в каждую петельку мы должны протянуть по одной петле. Захватываем переднюю стеночку, протягиваем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот сюда вот за белую петелечку, самую последнюю, мы должны протянуть 12-ю петлю. И начиная опять с правой стороны, то есть с противоположной стороны от рабочей нити, мы петельки закрываем. И у нас получаются вот такие ушки. Следующую петельку от рабочей нити мы разрезаем, лишнее отрезаем, хвостик закрепляем. Потом, когда мы будем ушко пришивать, они не будут заметны. Аналогично вяжем второе ушко.